Всем привет! 21 апреля в 10 часов по времени UTC у нас на платформе стартует новый эксклюзивный дроп Андрея Касая. Он представит свою работу в рамках этого аукциона. Работа называется Celebrations. Вообще, Андрей Касай– это художник-сюрреалист. Он создает работы, понять которые сложно с первого раза. Но, может быть, их и не нужно понимать, потому что сюрреализм – это все-таки искусство восприятия. И сегодня в нашем интервью Андрей расскажет о своем творческом пути от музыканта и до художника и поделится мыслями о неизбежной диджитализации искусства, а также о последствиях этого процесса для всего общества. Андрей, привет-привет, рада сегодня видеть вас. Привет. Я думаю, мы можем начать. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о себе. Откуда и вы, и вообще как дошли до жизни такой? Да, привет. Меня зовут Андрей Касай. Я художник, занимаюсь разными штуками, в том числе рисую и делаю так, чтобы картинки двигались. Вот. А родом я с Дальнего Востока, откуда ехал в середине 2000-х. После этого много где побывал, чего повидал и даже успел уволиться смс-кой. Вот такой вот Андрей. Это очень интересно. Вот мы знаем, что вы начинали как музыкант. Почему все-таки решили перейти на живопись? На самом деле эти две штуки всегда шли параллельно. В юности, когда я открыл для себя рок-музыку, вот, и как подростку мне хотелось, чтобы моя комната выглядела круто и была завешена разными плакатами с моими любимыми исполнителями, вот, а их не было, потому что это был конец 90-х, поэтому я начал их рисовать сам. Я срисовывал логотипы с кассет и с разных немногочисленных музыкальных журналов, которые попадали ко мне в руки. И потом, когда появилась уже группа в более взрослом возрасте, я начал рисовать для нее афиши, вот, так как думал, что я что-то в этом понимаю. Вот. И теперь даже сейчас у меня есть проекты, в которых я делаю не только анимацию, но и пишу музыку и всякие дурацкие звуки. Вы очень универсальный такой, получается, художник. А сейчас какой вид искусства точнее выражает ваши чувства? Все-таки музыка или живопись? Точность, точнее. Видимо, зависит от того, что является мерой этой самой точности. Вот. В данном случае, я думаю, зависит все от зрителя или слушателя. Кто-то видеуал, кто-то визуал, кто-то аудиал, вот, кто-то вообще просто пес. В конечном счете эти самые чувства, ощущения образовываются внутри самого зрителя. Вот. Поэтому, мне кажется, очень зависит. Вот с точки зрения этого самого зрителя, сюрреализм – это очень субъективный вид живописи. Почему именно он? Почему вы выбрали его, сюрреализм? Если вот так поглядеть, то вообще все субъективно. Вот. И в целом реально зависит от нашего восприятия. Вот. Но именно сюр мне нравится, в первую очередь, широтой интерпретаций и абсолютной неоднозначностью изображенного. А ваш любимый художник? Кто он? Ой, да масса. Даже как будто нет смысла перечислять. Нет такого. Это как в детстве, знаете, был такой вопрос, какой у вас любимый цвет? Или какая ваша любимая песня? Вот. Мне, не знаю, мне нравится, что делает природа, какие невероятные сочетания цветов и форм можно увидеть. Или, не знаю, вот еще я люблю всякую чушь, которую можно встретить, не знаю, просто гуляя по городу. Это может быть абсолютно сюрреалистическими, смешанными или просто идиотские какие-то сюжеты, которые ты просто встречаешь вокруг себя постоянно. Да, искусство в каждой вещи. Давайте немножко об NFT поговорим. Все-таки NFT – это, как по-вашему, хайп или это будущее? Этот вопрос, конечно, по адресу. Не знаю, определенно в этой технологии что-то есть, есть какой-то потенциал, вот, но как и во что он трансформируется, фиг его знает. Но что-то будет, или ничего не будет. 50 на 50. Да, поживем, увидим.
Диджитализация искусства вообще, она способствует его популяризации, но в то же время бытует такое мнение, что это дает больше возможностей для подделок, бесплатного скачивания, неправомерного использования какого-то. Вот вы как считаете, лучше смириться с тем, что все-таки такое возможно в этой сфере, но все-таки нести искусство в массы или все-таки сохранить элитарность в физическом мире? Что лучше, что выбрать? Слушай, ну цифровое искусство существовало, по мне, так задолго до появления NFT как сущности, с момента создания первого графического редактора на компьютере. Вот. А после возникновения интернета вообще началось, что попало. Вот. И опять же, мне кажется, тут нет противостояния между физическим и метафизическим, точнее цифровым. Просто это еще одна форма существования и еще один носитель. Вот. И цифровое искусство закончится, я думаю, тогда, когда закончится электричество. А вот именно тот факт, то, что можно right-click and save, как вы к этому относитесь? Так и в физическом же существует воровство. Условно, не обязательно оцифровывать искусство или создавать его в цифре, чтобы его можно было украсть. Так что здесь тоже, опять же, нет какого-то противостояния, то есть что-то, что лучше, что хуже. Вот, а NFT – это как цифровая подпись, как будто дает ему новую жизнь, ну, то есть новую степень защиты как будто бы. Точка зрения ясна, да, все-таки палка о двух концах. Непонятно, кто прав, кто виноват и Так вообще какое никто не мнение. прав, никто не виноват. Да. Такой интересный вопрос, Андрей. Кто лучше, люди или животные? Вот по-вашему. Ну, по У вас мне... просто, да, в картинах много также и животных, и людей. Вот как вас? Так, не знаю, мне кажется, странный вопрос, потому что, конечно, животные. По мне так. Ну, а человек, как часть животного мира, тоже ничего. Хотя, конечно, берет на себя многовато, прямо скажем. И, возможно, наверное, такой риторический вопрос. Андрей, что вы курите? Как вы приходите именно вот к своим таким картинам? Да что вы. Я... Какое курить? Я люблю на велосипеде ездить. ЗОЖ, здоровый образ жизни, спорт. Спасибо вам большое за то, что ответили на все наши вопросы, иногда даже такие провокационные. Мы желаем вам огромной удачи на нашем аукционе 21 апреля и в вашем последующем творчестве. Очень рады были вас сегодня повидать и послушать. Всего вам доброго. Спасибо, пока.